Всем привет! Всех поздравляю с наступившим Новым годом, годом Тигра. Надеюсь, в этом году вы станете успешными, жизнерадостными, счастливыми женщинами. Итак, давайте сегодня посмотрим на такую тему. Тянет ли его ко мне на сегодня? Есть ли тяга, да? Так, загадайте своего мужчину. Так, хочу еще напомнить, что для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Так, и поехали. Так, какой же к нам мужчина сегодня к нам придет? Так, что за мужчинка? Так. Угу. Так, мужчинка здесь вообще сам по себе, он, знаете как, яркий, харизматичный, да? На сегодняшний день к вам, у него есть к вам интерес, есть здесь интерес сексуальный, но... Здесь мужчина, вот он себя демонстрирует, да, таким вот, он, возможно, не исключая, может быть, даже кавказской внешности, да, но такой вот, да, восточной внешности мужчина, не исключает такого. Вообще мужчина здесь такой вот яркий, любит активно очень, понимаете, что любит к женщине вот как-то вот проявляться, очень активничать, да, он такой вот везде успеет, такой вот весь в движениях, но помимо этого здесь мужчина с короной, конечно. По отношению к вам, этот мужчина, он все равно расположен к вам, но... Здесь мужчина, понимаете, что он вечный любовник, возможно такое, да, может это ваш бывший супруг, бывший любовник, такое тоже не исключаю, да, но на данный период времени мужчина здесь, понимаете, что ради вас он ни на какие жертвы здесь не пойдет, все, он выбрал путь, здесь мужчина вообще такой вот, не любит приносить жертву, ответственность это не для него, вообще здесь мужчина может только рассказывать сказки, знаете как, ну вот такой вот, чисто по постелям прыгать, вот это да, такой вот персонаж. Хотя, знаете как, когда он познакомится с женщиной, да, вот прям так вот активно начинает действовать, а вот получит ее, да, а потом все, ответственности ноль. Понимаете? Так, что это еще за мужчина по отношению к вам? Ага. Не исключаю того, что вы являетесь его супругой, либо основной женщиной, либо, еще могу сказать, если вы любовница, да, то он мог покинуть вас ради другой женщины, да, и еще могу добавить, возможно, там повлияла либо мать, сестра, вот такая вот, но вы для него однозначно здесь являлись главной женщиной, с этой женщиной, вот именно конкретно с вами, да, здесь мужчина либо, понимаете, что, либо вы помогли ему выйти из этих отношений, да, либо он сам попер, ну и, соответственно, ваши отношения здесь закончились, причем болезненно, болезненная была здесь точка. Так, мысли на сегодня о вас. Ха? Мысли какие? Что-то вы понимаете, что злится на вас. Почему? Потому что манипуляции. Вы их не кушаете больше. Понимаете, что женщина здесь обрела себя. Понимаете, что? Женщина, которая уже не идет ни на какие провокации. Понимаете? Мужчине от этого очень трудно. Что, ну, никак не реагирует вообще. И злость, агрессия в ваш адрес. Понимаете? Причина в том, что вы никак не реагируете на его манипуляцию. Так, чувства на сегодня вашего кобеля к вам. Ну, чувства к вам такие, то, что, скорее всего, не исключаю, что вы с ним вместе проживали. А если даже и не проживали, все равно были какие-то теплые чувства к вам. Все равно вспоминает, думает, понимаете, что если вы ушли из этих отношений, да, то, конечно, мужчинка сейчас вспоминает вот именно вот ваш уход, расход. Понимаете, если была семья, то семья здесь рухнула. Это мужчина понимает. Так, и давайте сегодня посмотрим. Ну, есть ли тяга на сегодня к своей императрице у тебя? Да, конечно, конечно. Нужда, скорее всего, здесь есть. Понимаете, что? Тяжело ему без вас. Выйти на связь хочет, но. Еще есть нюансик, но. Понимаете, что? Мужчинка здесь двойственный, неуверенный, игрок такой, понимаете? Возможно такое, что у мужчины здесь какие-то есть потери. С вашим уходом связаны вот какие-то потери у него. Это могли быть финансовые, может, со здоровьем какие-то проблемы, понимаете? Дела перестали идти. И здесь мужчинка вот продумывает, ну плохо же ему тут, да, холодно, могу сказать, да, нехватка, вот здесь идет реальная нехватка. Не то, что притяжение, нехватка идет. А тяга к вам осталась ли, есть ли она тяга? Конечно, конечно. Здесь понимаете, что, возможно, не исключая того, да, то, что вы здесь его настолько долго ждали, да, что вы не дождались. И плюнули, и превратились вы здесь в женщину яркую, самодостаточную, которая крепко, хорошо, в принципе, стоит на своих ногах. Это женщина ответственная, вы поняли, да? То, что своими ожиданиями, да, ничего не дождешься. Вы раньше были, скорее всего, женщина-ждун.
которая, может, думала, что что-то изменится. Нет, вы тогда уже поняли, что здесь менять-то нечего. И все, взяли инициативу в свои руки и пошли своей дорогой. Сейчас, я вам скажу, возможно, вы даже внешне как-то изменились, понимаете? Обрели уверенность в себе, стержень какой-то появился, понимаете? И, естественно, понимаете, когда вы его ждали, да, понимаете, вы ему не были нужны. А как сейчас вы, посмотрите, сексуальная, самодостаточная женщина стали, так интерес какой-то. Понимаете? Но он был уверен в том, что вы его будете ждать. А вы повернулись попкой. Понимаете? И сказали ему, ну, созревай, мальчик. Так, есть ли тяга еще на сегодня к вам? Ага, здесь, скорее всего, блокировка. Блокировка не исключено здесь с обоих сторон, но здесь 100% женщина отдалилась от этого мужчины. Почему? Потому что здесь, извините, мужчина... Даже мужчина, не могу его назвать, да, с женщиной плохо поступил. Скажу, да, что мужчина здесь пожертвовал этой женщиной ради каких-то, может быть, будущих отношений, да, куда-то он навострился. Понимаете, что? Но за вами он здесь следит, и все равно пока такого, смотрите, прям притяжения не вижу. Скорее всего, это показывает, что было у вас. Но женщина здесь закрылась после какого-то поступка нехорошего со стороны мужчины. Мужчина увидел какие-то горизонты, понимаете, здесь пожертвовал этой женщиной. Отчего и женщина здесь закрылась. А что произошло? Почему так подло поступил с этой женщиной? Ага, на горизонте появилась другая женщина. Другая женщина. После чего, скорее всего, вы сами здесь закрылись, а у мужчины появился интерес к другой женщине. Понимаете? И тем самым, возможно, и тоже и мужчина от вас отдалился здесь. Вот теперь понимаю, да. То, что он куда-то здесь ушел. Понимаете? Какая-то женщина появилась. И, скорее всего, женщина, знаете, как не исключаю, да? Здесь было... Ну, может, настолько захотела вашего мужчину, что... Ну, кто верит в магию, может, там что-то сделала, да? И еще могу добавить по поводу этого, когда вы все-таки думали, да, что, может быть, вы долго ожидали этого мужчину, думали, может, образумится все, но нет, там повлияло, и здесь она тоже, возможно, такое, да, вышло, что женщина здесь, как ни крути, повлияла на него. Так, ладно, а интересно, а что у тебя на сегодня с этой женщиной? Конфликты. Почему? Потому что, я вам скажу, этот выбор был сделан одним местом. Головы здесь не было, понимаете, что? Ну, также, помимо этого, помимо этой женщины еще кто-то есть. Там у них конфликты происходят. Так, а на вас что? Что у вас сегодня с ним? А мужчина здесь на сегодня вот что-то хочет, понимаете... То ли вам предложить здесь, какое-то хочет предложение здесь сделать, понимаете, здесь. Но он хочет здесь заявиться здесь, понимаете, предложить, может, любовь свою здесь, не исключая. Но, конечно, еще могу сказать, здесь мужчина бледун, да, мужчина любит, конечно, быть на коне всегда. Он, конечно, хочет к вам заявиться, понимаете, на коне, вот такой вот весь, любите меня, я пришел, вот ты меня ждала и дождалась, вот он я, бери, понимаете, но при этом с такой короной. Так, а притяжение так все-таки тягой осталось у тебя на сегодня к этой женщине, которая смотрит этот расклад? Так, конечно, знаете что, как он мечтает о том, чтобы вы ему дали этот шанс. Вы ему шансов не даете, да, здесь? Ох, этот мужчина, как вот, понимаете, так интересно, да, от вас отказался. Ну, даже если даже вы помогли. Но все равно там вмешательство было другой женщины, да? А вас тогда не думал. Как вот вас потерял, что сейчас вы для него такая ценность, что о вас прям так мечтает, понимаете? Без вас ему как-то одиноко, холодно. Мечтает о вас, что такую женщину ценную потерял. Ну, тяга еще на сегодня. Знаете что, я вам скажу? Возможно, это ваш бывший супруг, с которым вы развелись. Понимаете? Еще не исключаю, что он не отдает вам долг. Возможно, такое, что вы с этим мужчиной сейчас какие-то суды есть, какой-то долг перед вами есть. Но мужчина почему-то не отдает. И он считает, что это несправедливо с его стороны. Понимаете? Вот такой здесь есть нюансик. Ну и еще могу сказать, сейчас вам мужчина, вот вы же в его адрес не проявляетесь, да, не исключаю, да, что здесь женщина от него закрылась, да, и он тем самым вам мстит, понимаете, хотя у него есть у самого к вам тяга, да, нужда в вас есть, но здесь мужчина вам демонстрирует, что типа ты мне не нужна, чтобы вы в нем нуждались, понимаете, такое тоже не исключаю, типа вот на, и он, понимаете, здесь до такой степени упертый, он думает, что он поступает правильно, понимаете, сложный здесь тип. А почему ты так с этой женщиной поступаешь? А потому что, видите как? Вот так вот. Потому что нету, слишком, говорит, много времени, да, здесь прошло. Мужчина ваш адрес не проявлялся, и вы его послали нахрен. Понимаете? Не то, что вы долгое время сами к нему никак не проявляетесь. Вот почему он с вами так здесь.
Понимаете здесь? Потому что он знает, что он вам больше не нужен, что он только появится на горизонте, и вы пошлете ко всем чертям. Понимаете? Вот так вот здесь. И он еще говорит то, что вернуть бы старые времена. Он, наверное, знаете, в ваших отношениях там, ну, еще здесь мужчина-манипулятор высшей категории, еще, наверное, в ваших отношениях он там, но он такой вот, знаете, как это не просто лох, да, это нет, это хороший доминант. Это только будет так, как он сказал. Почему вы его и там любили, надеялись и ждали, а потом, когда уже вот третье лицо появилось, вот тогда да. Так есть ли притяжение еще на сегодня? Тянет ли тебя к ней? Конечно, нужда есть, нужда. Конечно, он с вами помириться здесь хочет, но он понимает то, что вам это уже не надо. Слишком много времени прошло, понимаете? Здесь какая-то в ваших отношениях произошла трансформация. Он понимает то, что уже как раньше здесь не будет, шансов здесь нету. Если вы ему помогали раньше, вы ему больше помогать не будете. И он хочет с вами все равно здесь взаимодействовать, но он знает, что этого больше нет. Так, а почему так случилось? А потому что здесь мужчина, я вам скажу, высшей категории манипулятор, вам изменял, гулял, обманывал здесь, возможно, даже и подымал руку. Понимаете, помимо этого сделал так, что женщина оказалась в зависимой ситуации. Не исключая, он мог вас кинуть в очень сложной ситуации, при этом вам пришлось от него отстраниться, закрыться, да, и помимо этого вообще здесь мужчина не хотел никаким образом здесь вкладываться. Понимаете, здесь чисто было потребительское отношение. Он здесь играл, пользовался женщиной. И помимо этого я вам скажу, конечно, вы для него стабильная женщина, стабильная женщина. Не исключая, да, что... Но все равно я вам скажу, сейчас, да, вот вы были от него когда-то зависимы, а сейчас он стал зависим от вас, понимаете? Почему и там и нужда в вас есть уже, который раз выпадает. Тяга есть, еще какая тяга есть теперь? Теперь он в зависимости, понимаете, от вас. А вы-то на связь-то не выходите, вы его побаиваетесь, понимаете? Здесь какие-то есть обстоятельства, когда вы просто, что он не может к вам подступиться, и вы не пускаете, понимаете? Так, что еще на сегодня? Тянет ли тебя к этой женщине? Сердце разбито. Скорее всего, здесь мужчина могло быть, знаете, очень болезненное расставание, да, ну, предательство, да, третье лицо здесь. Он понимает то, что он вам сердце здесь разбил, да. А почему он вам сердце разбил? Потому что мужчина здесь искал свое счастье, понимаете, что... Ну, он мог влюбиться просто здесь, тем самым причинить вам боль. Ну, и еще помимо этого здесь, скажу честно, мужчина до такой степени эгоцентричный, что было плевательское отношение, когда он вам делал больно. Знает, он знает, но здесь мужчина настолько трусливый, да, что он просто не может вам показать того, то, что на самом деле эта ситуация его тоже как-то тяготит, и помимо этого сильное к вам есть притяжение, да, но здесь эго не дает вам показать того, то, что он к вам все равно есть у него какой-то, он, знаете, может даже и хочет с вами после того, что он с вами сделал, какую-то дружбу предложить, понимаете, но он все равно как-то хочет здесь с вами общаться. Так, что еще своей женщине? Так, скорее всего, я вам скажу, здесь мужчина был, наверное, ваш супруг. Либо мужчина был женатый, ваш любовник, с которым, наверное, и так крути, мужчина вам, конечно, здесь дарил любовь, ну, знаете, признание в любви. Вы были с ним, в принципе, да, ну как, думали то, что, да, он будет вашим супругом, а он мог и налево ходить. Помимо вас, да, еще и другим раздаривать здесь любовь. Ну, как ни крути, хоть любовник, хоть муж, хоть кто. Здесь такой вот товарищ, непостоянный, понимаете? Хотя себя демонстрирует, если он был вашим супругом. Вы только попробуйте сказать, что он вам изменяет. Поймайте его за руку, он скажет: нет, тебе это показалось, это ты виновата. Это из-за тебя я начал тебе изменять. Ты такая сякая, понимаете? У него характер здесь такой. Он чисто самоутверждается здесь за женщин. Над женщинами издевается, понимаете, что? Ну, сейчас с кем он там, у него там все равно конфликты. Вот так вот. Итак, давай еще раз скажи, есть ли притяжение на сегодня к этой женщине? Тяга есть ли у тебя к этой женщине? Знаете что? Сколько же он вас обманывал здесь, манипулировал, господи. Знаете что? Он все-таки хочет появиться на вашем горизонте, но придет с обманом. Это патологический лжец, это мошенник, это вор. Знаете что? Женщина здесь стабильная. Женщина, скорее всего, которая умеет и денежку зарабатывать, и хорошая, отличная хозяйка. Но нужен ли он вам такой? Ну, тяга-то есть, но он не изменился, вообще не изменился. Вот каким вы его знали, такой он и есть. Не меняется здесь мужчина, понимаете? Он только умеет обманывать, манипулировать и женщин вгонять в иллюзии. А зачем тебе эта женщина нужна? Ну-ка скажи. А знаете, что я вам скажу? Мужчина здесь уже как-то хочет избавиться от своих страхов. Он очень холодный, расчетливый, понимаете что? Ну и еще я вам скажу то, что
Сейчас, на данный период времени, ну как по высшему суду, да, вот пришел вот высший суд уже, что из-за своих поступков, не исключая того, то, что, да, мужчина сейчас сам остался в каких-то таких вот ситуациях ограничительных, да, и не исключаю, что могли, например, многие люди от него отойти. Одиночка мужчинка. Но здесь мужчинка расчетливый такой вот. Понимаете, что? Что ты от этой женщины хочешь, которая смотрит этот расклад? Не хочет он вас терять. Он хочет, понимаете, что чтобы вы прекратили от него защищаться, свои границы защищали. Чтобы вы наконец-то признали, что он вам тоже нужен. Здесь мужчина не готов от вас отказываться. Понимаете, что? И он все равно будет доказывать здесь свое. Он собственник. Он слишком жадный, хитрый манипулятор здесь. Патологический лжец. Еще и слухи распространяет. А какие ты слухи об этой женщине распространяешь? Что знаете, что он может говорить о том, что он к вам как-то стремился, а вы его не оценили. Возможно, это был ваш супруг, а если нет, то... Возможно, даже говорит, что вы могли ему изменять здесь. Так, что ты еще об этой женщине говоришь? Ну, что женщина, возможно, что ходила куда-то налево. Ну, преувеличение, обман его очередной. Но здесь я вам скажу, конечно, мужчинка стоит, по-любому здесь выбор, жена, любовница, неважно. Притяжение к вам есть, ничего не могу сказать, все равно, да. Но мужчина это только для легких отношений. Если супруг, я вам сочувствую. Если бывший супруг, поздравляю. Если бывший ваш любовник, тоже вас поздравляю. Но если ваш настоящий, сочувствую. Ну, этот мужчина не для тех. Это просто мужчина для утех. Понимаете, что как одноразовая салфетка. Попользовалась, да выбросила, все. Притяжение к вам еще какое есть. Тяга здесь есть и так, нужда в нем. Но этот мужчина, никогда не думайте, что он исправится. Нет. Вообще, я вас такие слухи здесь распространяю, да, что вы также пьете, гуляете. Возможно, есть другие мужчины, понимаете, что вы на выборе. Что, может, у вас уже есть сексуальный партнер. Такое тоже не исключаю. Но то, что еще и грязью здесь поливает, здесь однозначно. Здесь мужчина вообще такой интересный персонаж. Вот так вот здесь. Итак, хочу всех поблагодарить за обратную связь, за ваши комментарии, за ваши лайки. Также хочу напомнить, для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Мои будут контакты в описании к этому видео. Итак, дорогие мои друзья, до скорой встречи.